поскольку этот город уже является нашим домом почти 3 года, мы немного расскажем о нем. Ну что ж, привет, дорогие зрители! Расскажу вам в этом выпуске немного больше о нашей жизни в Бельгии. И как писали нам в одном из комментариев, мы постараемся вам рассказать побольше о культуре Бельгии. Ну что ж, погнали! Живем мы в самом сердце нашего городка. Напротив нас расположена католическая красивейшая церковь. Давайте сейчас посмотрим, что там внутри. Эта церковь была очень сильно повреждена в 1940 году, а интерьер, который был полностью отреставрирован в 2009 году, имеет несколько красивых произведений искусства, таких как мраморный алтарь с бронзовыми украшениями и белый мраморный барельеф Девы Марии и святого Иоанна. Также здесь есть великолепные скамьи из деревянной панели, кованая железная крестовая ширма и исповедальная в стиле рокко. А это река Лис с французского или Лея с нидерландского. Это река в Бельгии и во Франции. Ее источник находится в департаменте Па-де-Кале, Франция, и она впадает в реку Шельда в Бельгии. Ее длина составляет 214 километров. Да, нынче река сильно загрязнена, так как протекает через промышленные районы Франции и Бельгии. А раньше это были любимые места для многочисленных художников первой половины 20 века. Выходным здесь, понимаете, не все дома стирают, приходят такие прачечные, за 2 евро стираются и уходят. В основном бельгийцы предпочитают мыть свои автомобили на мойках самообслуживания, этим экономя свой бюджет. Ну вот, пожалуйста. Мы еще не успели отойти от Хэллоуина, так здесь уже нам подают Синтеркласс. А в Европу он пришел из Испании. Точнее, приплывает. А уже в самом начале ноября приплывает Синтеркласс в каждый город Бельгии на своем личном пароходе. Но он приплывает не для того, чтобы подарить подарки детям, а для того, чтобы сначала собрать все желания у детей, а потом он будет исполнять желания. Но, конечно же, желания не все. Например, у нас в нашем городе разрешили только 80 писем положить в мешочек. То есть, кто первый пришел и занял место, не останется без подарка на Рождество. А вот и наша елочка. Мы тоже не стали ждать до самого Рождества, взяли и нарядили нашу елку 20 ноября. А на самом деле, просто уже почти все бельгийцы украсили свои дома и квартиры. А так как мы проживаем в Бельгии, мы решили не отставать от них и сделали так же, чтобы дома было очень весело и празднично. Так что, если кому-то нравится, поставьте лайк. Все знают, что Бельгия славится вкуснейшими вафлями и картошкой фри. Это их национальные блюда. Но также в каждой провинции есть свои традиции. И одной из таких традиций в нашей провинции является вот эта вот продажа курей-гриль. Там не только куры-гриль, но и всевозможные бедрышки, крылышки, разные мясные продукты и деликатесы. Но основная фишка — это курочки-гриль. Хочу обратить ваше внимание на вот центральный фритюр, Маркт Фритюр. Видите? На этот Маркт Фритюр и рядом с ним находятся, вот видите, такие как генделики, забегаловки, Бокор кафе. Это местные пивнушки, там сидят в основном пенсионеры каждый день, которые берут себе по бокалу вина или пива и отдыхают, так сказать. У них проходит коммуникация, общение за бокалом винишка, кофе или же пива, и они тем самым коммуницируют друг с другом. Но, друзья, самым популярным рестораном нашего городка является вот этот ресторан The Living. Он всегда забит посетителями как снаружи, так и внутри. Сейчас через час буквально он начнет свою работу. И увидите, мы вам дальше покажем, проведем экскурсию в этом ресторане, что все столики будут забиты. А посмотрите, я заметил еще, что хозяин кафе, видно, болеет за Кёльн. Вот, видите этого повара? Это не просто повар, это хозяин этого заведения.
Всем привет! Сегодня мы вас хотим познакомить также с девушкой из Украины, которая, как и мы, в Бельгии проживает уже почти 3 года. Вот. Ангелина, расскажи, пожалуйста, немного. Привет. Да, расскажи, пожалуйста, немного. Вот я знаю, что ты много волонтеришь. В Да. Бельгии это что считается, ну типа? Волонтерю в основном на фестивалях, волонтерю также на баре в театре, то есть, в основном с бельгийцами. У них это развито, вот, да, волонтерство? Волонтерство развито у них, это идет как бонус в копилочку. Бонус в копилочку на дальнейшее приобретение гражданства, скажем так, да? Ну не только, Они- сами бельгийцы тоже волонтеры для того, чтобы потом были определенные бонусы к пенсии. Да. Вот, вы поняли? Да. На заметочку всем, Также кто- волонтерят, потому что есть очень много преимуществ. Они получают бесплатный доступ к разным развлекательным программам, билеты, также на проезд может быть бесплатный. А также они там едят, пьют алкоголь. А пить алкоголь они очень любят. Вот. Поэтому очень много бонусов. Вот. Также бывает волонтерство и за минимальную оплату. То есть помимо получения приятных эмоций, ты еще и зарабатываешь какую-то копеечку. Так что вот так вот, друзья, умейте отдыхать с пользой и для души. Однозначно. Ангелинка, расскажи, пожалуйста, немного. Вот ты волонтеришь, что часто, да, фисты, как ты говоришь, там все связано с питьем, Да, с дринкином да, и с пинчи, Итаном, да? пиво. Да. Их предпочтения, их культура, вот как они пьют, едят, ну, примерно. Пьют Что очень любят? много. Очень Что в много основном? пьют. В Пиво. основном пиво. Пиво. Ну Да. да, когда Есть как еще Бельгия, очень страна пива, да? любимый напиток у них называется мазут. Мазут – это пиво с колой. Да, да, да. Да что ты, черт побери, такое несешь? Тоже у Как многих подмажет, любимый, как да, да, подмажет, да, да, да. Как у нас отвертки, вот, украинский Я народ. впервые такое вообще. Пиво с колой. Да, а еда? Еда – это фритюр, естественно. Любой бельгиец не может жить без фритюра. Картошка фри. Это все более фритюр, чистый. это все в масле, еда Всё в в масле, масле. это они все обожают. И, естественно, еда быстрого приготовления, полуфабрикаты. Также они любят тартар, сырое мясо, и вот эти вот все намазки на хлеб вкусные, сырого мяса. Это тоже у них очень в приоритете. Я видела вот даже деткам маленьким, вот я работаю в интернате, и им на ужин давали, я Тартар, была да? удивлена, какой тартар, обычный фарш, гехакт, и Сырой, они намазывали сырой. его, да, детям такой, на хлеб. да, Я была в вот это и есть шоке. тартар. Ну, для меня Сырое это, конечно, мясо. честно, Да. был шок. Да. Как можно Вот давать так вот. такое маленьким таким Да. детям? Ну, это вот такая шутка. То же самое, как восточные люди, да, не понимают, как мы едим тараньку. И сушеную рыбу, знаешь, вот, или селедку. Это та же вот ситуация, как здесь едят сырое мясо. Ну а как тебе вообще, вот, как тебе Бельгия? Чем она тебе нравится? Вот расскажи, как плюсы, минусы. Я хочу вот для зрителей, мы максимально от всех собираем интервью, вот, чтобы было какое-то общее мнение. Наверное, нравится по системе. Ну и социальная защита. Тут ты все-таки себя чувствуешь защищенным, это однозначно. Уверенный в завтрашнем да, дне. Да, да, абсолютно верно. Вот. Ну, не нравится погода, понятное дело, это нам всем не нравится. Влажность, да. Ноги, руки крутит, ну то такое. Вот. А система и такая размеренная жизнь, как бы, если найти себя, найти свою стихию здесь, да, то можно жить себе спокойно, размеренно и уверенно в завтрашнем дне. А язычок. Ну, терпимый. Терпимый. Я ожидала худшего. Честно. Если учить, то можно выучить. Вот. Конечно, диалекты дают... Да. Ну, плюсы, в общем, погода минус, а плюсы защищенная социальная система, Да, да? И то, что да. можно здесь, конечно, заработать деньги, да? Можно заработать деньги. Но они здесь можно- и тратятся очень быстро. Да, но я хочу Однозначно. добавить, что если ты захотел машину, Да. года поработал, Да, отлажал, да. хотя бы... ну, Да, тут быстрее реализовать можно свои мечты, желания. да. Да, однозначно. В этом я цели. тоже соглашусь, потому что все, что я себе здесь ставлю, я к ним иду и их достигаю. Согласна. Ангелина, а сама вообще в Украине ты с какого города? И вообще планируешь ли ты возвращаться обратно в Украину? Ну, какие у тебя планы относительно Бельгии? Я с города Киев. Естественно, я хочу вернуться на свою родину, к себе домой.
если, конечно, все сложится лучшим образом. Конечно же, если ситуация с войной затянется, придется оставаться здесь, либо же ехать еще дальше. У меня муж гражданин Турции, возможно, мы переедем и в эту страну жить. Ну, в Бельгии пока что, да. Конечно, Турция Есть по возможность сравнению с заработать. погодой. Ну, Турция шикарна для Ну да, отдыха. для отдыха. Для жизни, конечно, там свои нюансы. Ангелин, уже всем известно, что в Бельгии очень тяжело. Вот, да, тут хорошая социальная защита, хорошо Бельгия принимает украинцев, но есть свои минусы. Очень тяжело. Проблема номер один – это жилье. Вот расскажи подробнее. Да, но в первую очередь тяжело найти жилье, это в больших городах. Это первый пункт. И у тех людям, у которых нету рабочего контракта. Так как у меня и у мужа рабочие контракты были на момент поиска жилья, и мы сняли жилье в маленьком совсем городке, как поселочке, можно сказать, то мне удалось найти жилье за 2 недели. Как и мы. Ну а сейчас вот люди, Если которые приедут спрашивают, без рабочего контракта, конечно, им будет очень тяжело. им надо уже ехать конкретно к конкретно кому-то. они должны знать, куда им ехать, Потому кому. что не будет прописки, не будет никакой прописки, помощи. конечно. Помощь дается только с пропиской. Помощь Однозначно. материальная имеется в виду, социальная. Да. Если хотите снять жилье, только ищите какие-то концы людей, кто вас здесь примет. Принимающих семей, я знаю, уже нет. Уже Нету. мало вообще не Нету. принимают. Только церковь может помочь еще. О, кстати, на Церковь. заметку. Да. Да. Как и местная католическая, так и христианские наши всякие Говорят, что течения. украинцы себя хорошо показали, Да. что бельгийцы больше не хотят их принимать. Каждый день с этим сталкиваемся. Разный менталитет, Да. разная культура. И в одном помещении, в одном доме, на одной территории Да. невозможно находиться. Тут родные, бывают, не могут сжиться, А а тут это еще и вообще чужие люди. разные культуры. Естественно, это, в принципе, понятно, бытовуха она съедает. Да, Ну вообще, мы абсолютно мы другие. абсолютно разные, да. И А вот, кстати, Ангелина, с которой мы вас только что знакомили. Она пришла сюда, чтобы найти себе работу. И, кстати, познакомьтесь, это Матис. Это хозяин ресторана, директор и шеф-повар. Кстати, обратите внимание, что здесь хозяин ресторана с вами общается на равных. Он очень позитивный, простой человек. Ховест – это университет прикладных наук в Бельгии с кампусами в Брюгге, Кортрике и Ауденарде. В университете прикладных наук Западной Фландрии учатся более 10 тысяч студентов. Работает более 1000 сотрудников. Административный штаб Ховест расположен в городе Кортрик. Вот именно так выглядит центральный кампус Ховеста. И именно в этом кампусе учится наш сын Данила на программиста. Да, и образование здесь может быть полностью на английском языке, что мы и выбрали. Ховест предлагает 30 профессиональных программ бакалавриата и 13 программ магистратуры. 12 из этих курсов уникальны во Фландрии. Курсы разделены на 9 областей интересов. Это архитектура, энергетика, строительство, бизнес, предпринимательство, здравоохранение и уход, средства массовой информации и коммуникации, люди и общество, дизайн продуктов, цифровой дизайн и искусство, спорт, туризм, отдых и технологии. В общем, есть из чего выбрать. Он был создан в 1995 году в результате слияния 6 западно-фламандских колледжей, Высшего педагогического института и института Саймона Стивена в Брюгге. И с 2024 года он является официальным членом РАН-ЕУ. Именно поэтому он способствует как физическому, так и виртуальному обмену студентами между 8 странами, такими как Испания, Португалия, Финляндия, Нидерланды, Австрия, Ирландия и Бельгия. А напротив центрального кампуса Ховест, через дорогу от него находится вот такой домик. Но это не просто домик, это ихний бар, в котором каждый четверг и пятницу проходят посиделки или какие-то мини-вечеринки у студентов. А напротив Ховеста имеется вот это вот здание под названием CVO Miras. Здесь вы можете прийти и записаться на изучение нидерландского языка. Ну что ж, вот я вам и показал Ховест. Это высшая школа, называется здесь в Бельгии, в Европе. А вообще у нас в Украине это считается как университет. Здесь получают высшее образование. Следующим этапом уже идет институт. Друзья, с наступающим. И в одном из предыдущих видео на нашем канале один из комментариев, я сейчас вам его зачитаю, нам пишет наш подписчик Павло. Спасибо вам за позитивный заряд. Очень прошу вас снять видео, как вам удалось снять здесь жилье в Бельгии и за какой срок. Ну что ж, Павел,
постараюсь вам рассказать поподробнее. Вот эти те самые апартаменты, которые мы сняли. На поиск этих апартаментов у нас ушло около 2 недель. У нас было 2 или 3 варианта. Это был первый вариант, и еще было 2 варианта. Второй, третий вариант было чуть-чуть похуже, не такой ремонт, это было уже, как бы там уже жили до нас в этих апартаментах, а именно почему мы нацелились на эти апартаменты и хотели именно их снять, потому что это новострой. Ну что ж, я постараюсь вам сейчас все рассказать поподробнее, и что нам понадобилось для того, чтобы снять именно эти апартаменты, сколько нам понадобилось денег и что вообще нужно здесь в Бельгии для того, чтобы арендовать себе дом или апартаменты. Первое. Вам понадобится рабочий контракт. В общем, как это было у нас? Мы нашли один вариант, второй вариант, и вот это вот был третий вариант. Первые 2 варианта это были дома не новострои, да, они были нового типа, но там уже до нас кто-то жил. В первом варианте вообще мы когда зашли, там, знаете, такое ощущение было, что ну, мы вообще не курящая семья, но когда мы зашли, там такое ощущение, что кто-то курил в каждой комнате и просто не проветривал эту квартиру. Ну, то есть такое было, не очень. Второй вариант был более-менее нормальный, но там было много претендентов. А когда мы пришли именно в эти апартаменты и увидели их, то, знаете, было большим плюсом, что здесь до нас никто не жил. То есть это новый дом, новые апартаменты, здесь был сделан только ремонт, и поэтому нам хотелось сюда попасть, знаете, как бы, первыми, чтобы не чувствовать, что тут до нас кто-то жил. В общем, что потребовалось от нас? В общем, этот агент спросил у нас, работаем ли мы. Я здесь работаю и работал официально, у меня был рабочий контракт. Моя супруга вышла на работу тоже, буквально месяц или 1,5 отработала. И то есть у нас уже было 2 рабочих контракта. Мы скинули копии наших рабочих контрактов, показали наши с банка выписки, лонгфиши, лонгбриф или лонгфиш. И тем самым мы доказали то, что мы работающая семья, мы имеем постоянный доход, и мы сможем арендовать это жилье. Изначально, когда мы нашли этот вариант, он стоил 745 евро в месяц. Плюс еще 45 евро, это у нас идет паркинг внизу и такой небольшой, знаете, как сарайчик. Я вам чуть-чуть попозже потом спущусь, покажу. И в итоге это получалось 790 евро за месяц, без услуг. Какие еще расходы нужны дополнительные? Это вода, это свет и это отопление. Очень большим плюсом является тем, что в этом доме идет не газовое отопление. И здесь нет никакого газового котла, который нужно обслуживать раз в 3 года, там тоже вызывать мастера за свои деньги. То есть это апартаменты нового образца. И отапливаемся мы здесь, в этих апартаментах, не газом, а благодаря мусороперерабатывающей фабрике. И поэтому у нас нету за газ, никаких платежей. И это большой-большой плюс здесь, потому что, я думаю, вы знаете, сколько стоит здесь отапливаться газом, что большинство бельгийцев, да и не только, кто арендует дома, они стараются, знаете, в 2 кофтах дома ходить, лишь бы не включать отопление. Но у нас это был большим плюсом, что мы можем отапливаться, у нас не будет сумасшедших чеков там по 1000 евро. Но на эту квартиру были не только мы претенденты, а еще другие семьи или другие пары, или там поодиночку, неважно, еще были другие претенденты. И когда нам понравилась эта квартира, как я вам уже повторяюсь, мы предоставили наши рабочие контракты, они все от нас взяли и просто нам сказали, пожалуйста, ожидайте сообщения на почту с решением, какого кандидата выберет хозяин этой квартиры, кому он предоставит эту квартиру для сдачи. В общем, 2 недели после подачи нашего заявления мы ожидали ответа. Ответа никакого не было. Нам уже с первого варианта или со второго уже писали, что согласны сдать именно нам. И все наши знакомые говорят, ребята, тут очень тяжело снять, тем более вы там с Украины, у вас временные документы здесь, карта это идет, и поэтому лучше снимайте то, что вам согласовали, снимайте, потому что вы сейчас откажете. Этот вариант уже тоже, если вас не выберут как кандидатов, вы тогда останетесь опять без жилья, да? Я сразу же говорю, мне очень понравилась эта квартира, я верю, что именно выберут нас. Я верю, давай отказываемся от того варианта. Жена, соответственно, тоже говорит, да, я только хочу. Тем более сумма была одинаковая. Там, по-моему, на 10 евро меньше, но дом старее и газом он отапливается. Были свои минусы, а здесь были свои плюсы. В общем,
общем, вернемся к вопросу, сколько мы ждали. Вот мы 2 недели ждали, не было, был там ответ, здесь никакого ответа не было. Но у меня был номер телефона, оставался от человека, который нам показывал эти апартаменты. Ну, соответственно, мне жена говорит, слушай, тут надо как бы все ждать. Тут как бы это демократия, и тут постоянно надо всего очень долго ждать, да? Возьми, говорит, напиши, у тебя же есть номер WhatsApp, напиши, что они решили, может, поинтересуйся, может, нет смысла ждать, может, действительно стоит нам переехать в тот, во второй вариант, чтобы не остаться как бы вообще без жилья. И я просто взял телефон, пишу ему, там, дорогой такой-то, там я не помню его имени, мы семья таких-то, помните, мы были на осмотре, подскажите, пожалуйста, как проходит результат, выберут ли нас как кандидатов, либо у нас мало шансов, меньше, чем у других людей. И он мне долго не отвечал, и под вечер мне приходит сообщение, что, ребята, я вас поздравляю, да, вас выбрали, вы можете прийти на следующий день, или когда у вас будет время, еще раз с документами, мы все это осмотрим и подпишем наш контракт. Ну, в общем, вот так вот это все у нас произошло. Ну что ж, пришли мы договорились на следующий день о встрече, здесь уже в этих же апартаментах. Он взял ключи от паркинга, пульт от сарая, от квартиры 2 комплекта. Мы взяли все свои документы, мы сюда пришли, на этой кухне мы здесь стали. Кстати, здесь из мебели в апартаментах было только кухонный стол, ну, стойка, холодильник, микроволновка, духовка, ну, душевая, понятно, туалет, ванна, краны, ну и кухонный прибор, да? Все, больше тут не было ничего. Ни кроватей, ни штор, ни ламп. Вместо ламп просто 3 провода висело в каждой комнате. Никакого шкафчика, ни стиральной машины, ни сушилки. Еще была посудомоечная посудомоечная машинка встроенная. А так, в принципе, ну, абсолютно все нам пришлось сюда покупать самим. Ну, мы как делали? Мы что-то искали Есть такой сайт Tweedy Hands. Вот, запишите себе. Там продаются бэушные вещи, либо там даже иногда давали что-то нам в подарок, лишь бы мы приехали на своей там грузовой машине, забрали, да. Кто-то нам на работе помогал, узнали, что мы сняли жилье, кто-то там предложил какой-то диван нам отдать, кто-то посуду прийти забрать. В общем, тут все старались нам чем-то помочь. Вернемся к вопросу подписания контракта. Мы пришли на встречу, мы не знали, насколько, нам все говорили год-два, да, примерно. Но когда мы пришли на встречу, он говорит, вот, смотрите, изучайте наш контракт. Понятное дело, мы все через переводчик делали, мы нидерландского не знали. Мы берем этот контракт, мы начинаем его переводить, а мы говорим, а тут на 9 лет написано. Он говорит, да, такие условия, нужно будет 9 лет снимать это жилье. Но если вы захотите разорвать контракт, уехать в другие апартаменты или просто съехать, если вы это сделаете раньше, чем 3 года, то у вас там потеряется сумма. Сумма залога нужно было оставить за 3 месяца. Там 790 евро умножайте на 3, это нужно было сразу при оформлении, подписании договора эту сумму дать. Страховка жилья около 160 евро и страховка по пожарной безопасности тоже 130 евро, по-моему. И вот эту вот сумму нужно было изначально заплатить. И эта сумма за 3 месяца, которую мы дали, там 2300, да, с чем-то, с копейками, она нам вернется, когда мы будем отсюда съезжать, но при условии, если пройдет 3 года. Если мы 3 года будем здесь жить, арендовать, тогда нам эта сумма вернется. Если мы уедем через год, нам не вернется ничего. Через 2, по-моему, 50 или 60%. Ну, а через 3 – 100%. Но есть одно но. Мы когда сюда заходили, они приходили с нами, фотографировали каждый уголок, каждый краник, каждый сантиметр плинтуса, каждый выключатель, абсолютно все. То есть, если мы когда будем съезжать, и что-то будет нарушено, те фотографии, которые они нам предоставили, и потом они фотографируют, и там какие-то есть повреждения, они с этой суммы, сколько считают нужным, столько и вычитают. Так что будьте готовы, что ваша сумма либо вообще не вернется, либо частично. Ну, с одной стороны, когда он нам показал контракт, показал этот контракт на 9 лет, знаете, для меня было большим плюсом. Я думаю, классно, у меня документы тут, каждый год, да, обновляется карта, на год. А тут у меня сразу есть апартаменты на 9 лет. Думаю, есть основания, может быть, как-то еще сильнее зацепиться, каких-то больше у нас шансов. В итоге и дочка пошла в школу, и уже нидерландский хорошо знает за 3 года. И сын уже поступил в Ховест на программирование, искусственный интеллект. В общем, отвечая на ваш вопрос, я думаю, я постарался так
вкратце, ну, конкретно, да, писать, сколько это стоило, сколько ушло это времени, вы считаете, да? То есть мы искали сначала 2 недели варианта, потом 2 недели ждали, ну, грубо говоря, месяц у нас ушло. Плюс по деньгам это 3 месяца наперед даешь залог. Какие еще растраты? Ну, страховка и пожарная безопасность, тоже это учитывайте. И обязательно всегда смотрите на апартаменты или дом, который вы снимаете. Может быть, там есть солнечные батареи, это будет большим плюсом. Может быть, там тоже не отапливается газом, а вот как у нас. Это тоже большой плюс, понимаете? Это тоже экономия денег. Так как здесь, ну, дорогие услуги. Понимаете, я вам скажу так, свет у нас где-то выходит 40 евро каждый месяц. Вода у нас выходит раз в 3 месяца квартал, мы платим 220 с чем-то евро. Ну, пускай давайте 70, это уже 110. Интернет 70, это 180. И за отопление, вот это, за эту систему, да, отопительную, что я рассказывал, это тоже, она платится раз в 3 месяца. Это тоже 260 евро. Это еще 80 прибавляете, да? Ну и вот такая сумма получается. Здесь, конечно, бельгийцы, кто живет в Бельгии, стараются экономить на воде, недолго купаться горячей водой. Все стараются сэкономить на этих ком-услугах бешеных. Суббота, 9:30. Обычно мы в субботу в такое время с Дианой выезжаем на один из наших кружков. В Европе вообще для многих деток очень много развивалок, и все это очень доступно и недорого. Например, сейчас мы едем в школу рисования. Еще Диана ходит в музыкальную школу. Мы покажем вам ее чуть-чуть попозже. Еще мы ходим в школу балета. А еще мы ходим на профессиональный спорт тернер. Там Дианочка крутит кульбиты, сальто. В общем, развивается по полной. А, еще помимо балета в этой школе, еще второе направление мы выбрали. Это танцы в стиле джаз. Ну, все поподробнее мы вам покажем. Начнем мы сегодня со школы рисования. Вот мы уже подъезжаем к нашей школе художественной. Давайте я вам пока вот здесь вот выведу табличку. Там будут кружки и стоимость каждого кружка. Но стоимость учитывается в год, не в месяц. Окей? Привет! Приветики! Соскучили за Дианой? Вот она. Вот такие у нас, покажи. Такой специальный чемоданчик мы купили. Там все для рисования. Пошли покажем школу. Вот так вот школа выглядит снаружи. Да, выставка, видите? Тут не только рисование, тут еще и дети занимаются лепкой. Яночка, тут есть твоя картина где-то? Посмотри внимательно. Зал ожидания, а точнее двор ожидания. Сюда собираются все детки, которые посещают кружки. Формируются группы, выходит учитель и забирает их к себе в класс. И там с ними занимаются уже кто рисованием, кто лепкой, кто подделки делает. Диана проверяет, ничего ли она не забыла с собой. Ну что ж, а пока Дианочка будет рисовать, я постараюсь вам немного больше рассказать, как живут бельгийцы, о их культуре и их привычках. Вот уже в преддверии декабря у нас в нашем городке на площади собираются какие-то празднования. Ну, это, как всегда, Синтерклаус. Синтеркласс приходит в гости. И кто пришел в этот день на праздник, получил бесплатно конфеты. Не только дети, но и взрослые.
Когда мы подошли к этому мистеру ведущему этого праздника и спросили, подскажите, пожалуйста, а куда мы можем кинуть свое письмо с пожеланием, чтобы получить подарок от Синтеркласса? Он нам все объяснил, показал, и мы, конечно же, пошли кинули наше письмо. Ну, как вы понимаете, Синтеркласс у Дианочки – это я. Наверное, как и все папы у своих детей. Так что кидаем конвертик сюда, а подарочек получаем от меня. Что он сказал вам? Надо нарисовать рисунок, потом отправить его в брифинг, Да, и потом приедет на лодке вот этот Синтеркласс на лодке да? приедет. И тогда будет просто типа как дискотека. Давай. Ну, Дианочка сразу же пошла себе и нарисовала вот такой вот прекрасный значок. Потом немножко мы постояли в очереди и заламинировали. И у нас получился вот такой вот замечательный значок-брелок. Честно говоря, мы уже насмотрелись на этого Синтеркласса и в Портрике, и в торговом центре, и теперь в Фортбеке. Поэтому нам было не очень интересно. Мы пошли посмотрели еще немного его машину. Нам Синтеркласс разрешил ездить на машине. Смотрите, какая. О! Тачка нашей мечты! Потом мы заметили фирменный магазинчик с фирменными пончиками, купили их, попробовали и отправились домой. Смотрите, 10 таких шариков стоит 8 евро. Давайте попробуем. Давайте попробуем. На вкус. Наверное, такие же, как и у бабушки, да? Да, зайка? Вкусно? Ну, кушай. Советуешь, да, всем? И они, да, другие, как у бабушки, они больше такие, как мягче. Ну приятного. Спасибо.